Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Второй прогноз на декаду, на 10 дней, с 1 по 10 декабря, уже декабрь, мои дорогие. Давайте узнаем, что или кто появится неожиданно в вашей жизни. Может быть, это как неожиданная возможность сама по себе, и вам доведется принимать важные решения и решиться на какой-то первый шаг. А возможно, это будет новость или информация, которую вы услышите. Допускаю, что это может быть персона, как кто появится неожиданно. Это человек, который приходит в вашу жизнь, или, может быть, как гонец-вестник, который приносит, пусть будет, добрую весть. Давайте узнаем, с чем это связано. Именно добрую весть хочется сделать акцент, потому что планетарно карты тут ни при чем. Для вас какой-то особенный период жизни. И это не исключает того, что вы не будете принимать важные решения. Тут наоборот, с этим как раз и может быть связано. Ну ладно, у нас сегодня второй прогноз, поэтому посмотрим, что нам подскажут карты. Знаки судьбы на этой колоде — это у нас как метафорические карты. 78 дверей, открытые двери или закрытые, каковы ключи. Итак, первый знак судьбы. Что вам сейчас нужно услышать, важно знать, принять, может быть, во внимание какой-то альтернативный вариант. Давайте будем узнавать. И если мы сказали, что или кто появится неожиданно, тогда с кем или с чем эти неожиданности будут связаны? Что идет на ваш порог? Что идет в вашу жизнь, на пороге в целом, каких событий вы стоите? Немножко раскроем вот именно эту производную, да, как неожиданности. И в конечном итоге, если это идет, то к чему это все придет? И как это все обернется? По основным сферам жизни достанем 3 карты. Первая — личная жизнь, любовь, в целом взаимоотношения, чего ждать. Что вас ждет в сфере финансов? И что ждет по вашим достижениям? Конечно, это где-то ваши планы, договоренности, важные контакты, встречи. Ну, у кого-то учеба, у кого-то работа. Первый знак судьбы. Ух, какую-то новость вы услышите. Или, может быть, это как понимание к нам приходит, но все-таки новость. Или вы увидите что-то, знаете, как с другого ракурса. Все-таки дверь как будто закрыта, но не для вас, мои дорогие стрельцы. Телепортация буквально. И девушка удивлена. Вот вы можете столкнуться с новостью, может быть, даже с человеком. Мы ведь не знаем, что же она увидела или кого она увидела. И вдруг она понимает, что тут как-то обстоятельства идут по-другому. И действовать нужно совершенно каким-то другим образом, мои дорогие. Вот вы можете продумывать планы уже на будущее. И к этому явно есть предпосылки. По двойке жезлов нам уже что-то из прошлого хорошо изведано. Нам уже это все понятно и знакомо. Но есть какой-то маленький нюанс, когда мы можем захотеть, а у нас ретро-уран, именно переделать, пересмотреть, перезаключить какой-то договор, перезаключить какой-то документ, контракт, может быть, и брачный контракт, у кого-то контракт по работе. Все-таки жезлы больше говорят дела, работа, бизнес или откуда, каким образом к нам приходят деньги. Вот что-то переиграть вам может захотеться. Вот такой знак судьбы. И как будто ты вот этого не бойся. Ты, наоборот, это принимай во внимание. Даже то, что не вписывается в ваше собственное понимание происходящих событий. Здесь ничто не будет просто так. Люди, события, которые вас окружают, новости, которые вот все то, что идет на наш порог, в нашу жизнь, это как подсказки, на что обратить внимание. Второй знак судьбы. И в зависимости от этого более хитро, вдумчиво просчитать вашу траекторию, мои дорогие. Вот однозначно. Здесь нельзя где-то пребывать в собственных предубеждениях. Почему? Потому что, во-первых, семерка мечей — карта вора. Ну, пусть не в этой колоде. Но мы как будто сами себе можем закрыть дверь, а она откроется совсем не для того, кто нам нужен. Поэтому что-то как альтернативное знание. Или когда но какие-то свои прежние предпочтения или уверенности мы даже оставляем и рассматриваем альтернативные варианты. Вот именно какой-то альтернативный вариант. Телепортация, мои дорогие, если говорим, это то,
Что от вас никто не ждет? Это что вы сами от себя не ждете. Это какой-то новый метод, который вам совершенно непривычен. Образ жизни, может быть, но это каким-то образом вам помогает. Может быть, как и забрать свое для кого-то. Иногда такая карта будет об этом свидетельствовать. Но и как предвидеть, может быть, тех персон, которым нужно наоборот уделить особое внимание, потому что они не совсем надежны. Ну, не случайно ведь нам ведь карта говорит: не пребывай в иллюзиях. Девушка рисует дверь открытую в надежде, что откроется самое настоящее. Увы, этого не произойдет. Тут вот самое главное не быть, опять же, в собственных предубеждениях. Потому что нам придется корректировать самих себя, ваши собственные планы. А вот мне интересно, давайте откроем третий знак судьбы. Вот четко карты говорят, да, закрытые двери и вот эти предубеждения. Если мы как ломаем собственные шаблоны, может быть, собственные паттерны, мы как будто в нужное время в нужном месте можем оказаться или правильно воспринимать какую-то информацию. Но есть и какие-то ошибочные моменты по пятерке жезлов в этой колоде. Человек, да, как будто вы сейчас, ваша сила, я об этом сказала. И подумаешь, там какая-то кладка. Сейчас вот я кувалду побольше размахнусь, как вдарю по этой кладке, она и разрушится. Карта говорит: стоп. То, что перед тобой откроется, не обязательно тебе понравится. Будьте готовы к неожиданностям, правда. Будьте готовы к неожиданностям узнать даже о человеке каком-то. То, что вы не предполагали. Будьте внимательны все-таки к паролям аккаунтов в нашу цифровую эпоху. Кошелькам, к сумочкам. Здесь, вы понимаете, нельзя делать что-то на автоматизме. Нельзя делать как всегда. Будет противоположный какой-то эффект от этого. И, может быть, когда мы рассматриваем альтернативный вариант, ведь вот мы говорим ретро-уран, да? Уран часто называют планета, которая все ломает. Уран никогда не ломает то, что может быть продолжено с прогрессом. Но в первую очередь он не ломает нашу жизнь как таковую, хотя нам приходится переживать какие-то очень сложные события. Но уран в первую очередь ломает наше восприятие, представление о самой жизни, ломает представление знакомых вещей и людей. Вот что-то подобное у вас может произойти. Вот такая жизненная метаморфоза. И в принципе ведь ничего для вас тут не происходит. А именно тут вам какой-то свой метод нужно перестроить. Самих себя, может быть, перестроить на новый лад. Все мелкие карты. И, может быть, уйти даже, я такого не исключаю, от некоторых отчасти контактов, потому что кто-то по пятерке жезлов, я называю ее картой информационного хаоса. Это очень символично нашему времени. Вы будете слышать много информации. И вам ее будут подавать, может быть, зная вас, вы люди, вы любите где-то порядок, вам, для вас все-таки ваша планета, управитель Юпитер, это провластная планета. Когда есть вот существующий какой-то порядок, отчасти где-то это догма, и мы на этом базируем наши последующие предпочтения, но и где-то действия. А тут-то действия должны быть какие-то другие, понимаете? И, может быть, есть персона, которая пытается вас к чему-то склонить, на что-то уговорить, а вы считаете, что это правильно, и методы воздействия, исходя из ваших принципов, кто-то может просто просчитывать. Поэтому сломать собственный шаблон, вполне вероятно, сломать шаблон чей-то, так ведь тоже может быть. И тогда как будто жизнь открывается с новыми перспективами. Но давайте узнаем, что или кто появится неожиданно. Конкретный человек, знакомый человек. И это очень символично ретро-урану. У нас такой период, когда люди, которых мы, может быть, долгое время не видели, не слышали в силу разных причин, снова появляются в нашей жизни. Но, наверное, это тоже не случайно. Может быть, это касается у кого-то документов, или вам как пространство дает такую подсказку, что эти отношения могут быть продолжены. Может быть, на далекий срок. Мы об этом еще пока не знаем. Может быть, это будет продолжено на короткий срок, допустим, да.
когда вам нужно именно переоформить что-то, переписать. Вот такое тоже. Но явно по шестерке кубков, вы знаете, что или кто спешит в вашу жизнь, можно так сказать, или появляется неожиданно. Тут какие-то приятности. Ну, буквально, может быть, подарки. Но есть такой момент в этой карте. Ностальгия. Вот рано жить воспоминаниями, мои дорогие. Давайте мы еще достанем одну карту. А ведь и правда любовь. Не отметайте, не отказывайтесь от каких-то контактов. Может быть, время задуматься о том, что прекратить одиночество. Может быть, какой-то сольный вариант или какую-то конфронтацию, или действовать другим методом. Но тут все-таки кубки, тут личная жизнь. Может быть, это ваши родные, близкие, родственники. А может быть, это история любви, мои дорогие. Что-то тут нужно пересмотреть. И даже если для вас, для кого-то из вас прежняя история любви была со знаком минуса, остались какие-то тягостные воспоминания. Ну, так вот тоже рано жить воспоминаниями. Мы живем в моменте здесь и сейчас. Значит, позволить себе быть счастливым. Разрешить, мои дорогие, не строить какие-то стены, понимаете? Понятно, что мы расширяем кругозор наш, расширяем наши контакты, но при этом быть внимательным, может быть, даже к новым людям, да? Не строить сразу какой-то базис или думать, что человек пришел в нашу жизнь надолго, а позволить прийти в нашу жизнь людям даже на какой-то период жизни нашей. И явно вам это как-то помогает, это точно. Вот есть такой тут момент, который будет именно связан с человеком, и это вам приносит радость. На пороге каких событий вы стоите? Вы можете узнать какую-то тайну о близких, о родных, о родственниках или о тех людях, которых вы уже знали. Но для вас, вот с одной стороны, независимость, с другой стороны, храните молчание. Карта конкретно говорит. Потому что вам нужно оставаться как загадкой, это тоже такая подсказка. Потому как, чтобы вы кем-то не были просчитаны, я только что об этом сказала, ведь прообраз карты жрица, карта Лепопесса. А она, как известно, хранила молчание. Она никому не говорила. И в этом преимущество, по крайней мере, вы всегда можете как будто отступить полшага назад, взять, ну, как минимум время подумать в каком-то вопросе, ведь это старший аркан. Нам не говорят, с чем это будет конкретно связано, но мы как будто учимся себя сохранять в каком-то новом амплуа, мои дорогие. Может быть, это вы, кто-то подумывает о том, что мне нужно сломать шаблон восприятия меня самого или самой окружающими людьми. И кто-то может задуматься о смене имиджа, как минимум задуматься. Потому что явно какая-то прежняя стратегия, тактика не работает, но все же какая-то тайна все равно идет на ваш порог или уже теперь открывшаяся тайна, информация, мои дорогие, о ком-то, ну, может быть, и о чем-то. И, может быть, даже если вам это не нравится, а тем не менее, вам какая-то информация помогает выйти как из застоя, из собственных предубеждений. Ведь это карта искаженного восприятия. Девушке кажется, это именно кажется, завязанные глаза, что я сама по себе, весь мир против меня. Ну, а если мы, может быть, более рациональны или допускаем альтернативные варианты, возможностей гораздо больше. На пороге каких событий вы стоите? Карта будущего, мои дорогие. Двойка жезлов и тройка жезлов. Значит, какая-то информация, она вам не для того, чтобы вы тут самокопание сеанс себе устроили. Вы солнечные люди, мои дорогие. Может быть, даже вот этот человек, да? Ну, и предположим, кто-то вернулся к вам из прошлого, или тот человек, пусть даже, ну, не совсем приятная история с ним связана, и вы там когда-то себе дали зарок, как табу, нет, ни шагу в эти отношения. Ну, позвольте вдохновиться моментом. Может быть, человек пришел в вашу жизнь, и он какой-то, ну вот знаете, как фразу произнесет, а для вас какой-то пазл сложится. Или будет какое-то взаимодействие, пусть на короткий период, а для вас нужные врата откроются. Вот именно вот эта альтернатива, допустите ее для вас, потому что это старт в будущее. Вот таким необычным образом будущее спешит в вашу жизнь.
Это карта будущего. И как это все обернется, к чему все идет. А это так фортуна работает, мои дорогие. Здесь никак нельзя потерять вот эту либо информацию, возможность, может быть, какую-то встречу, какой-то контакт, потому что сейчас фортуна на вашей стороне. И если мы скажем: «Не, вот я буду думать завтра». Или пришел один раз: «О, хорошо, приди еще раз». Нет, мы упустим возможность. Ведь колесо, оно идет как будто вверх, я всегда об этом говорю, чтобы нагляднее, да, представить, как работают вот эти высшие силы. Вот когда карта выпадает, это вы сейчас как на волне на гребне фортуны. Это сейчас для вас вот этот момент, а потом неизбежно будет спад. И если мы вот пока фортуна идет наверх, да, мы как бы умеем запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда или умеем взять какую-то мечту, рассмотреть этот альтернативный вариант, от чего-то не отказаться. Да, мы будем очень осмотрительны, это правда. Но не пробивать вот эту стену, которая не пойми зачем и неизвестно что там мы потом увидим, а именно воспользоваться тем, что присутствует в вашей жизни сейчас, или что или кто пытается войти в вашу жизнь каким-то альтернативным, совершенно не предполагающим для вас способом, или когда вам на первый взгляд будет казаться: «Я не вижу продолжения». Или это будет какая-то история, в чем вы поставили точку. А для вас это так. Фортуна пытается как раскрутить новую историю счастья. Вот, мои дорогие, к чему все идет. И, может быть, даже вот такие методы сломать собственные шаблоны для вас совершенно необходимы, потому что вы это еще вынуждены будете проделать, поверьте, не раз. К чему все идет. Какие-то подобные ситуации, когда нам может казаться переломный момент. Переломный не в том, что мы вот эту кладку пробиваем, а мы себя меняем. Что там в личной жизни, чего ждать? Ну, правда, тут какое-то взаимодействие. Карта говорит однозначно: держи баланс. Со всеми договаривайся. Там потом разберешься. Но это где-то как аркан жрица. И обратите внимание, двойка пентаклей, как будто жонглёр, да, жонглировать. Отчасти карта говорит: не время делать большие траты. Обойдешься ты, стрелец, двумя пентаклями. Ну, к примеру, декабрь, да, мы все готовим для наших любимых, близких, родственников, для друзей мы готовим подарочки. Ну вот обойдись как-то знаком внимания. А денежки надо сохранить. Потому что наш герой еще и, посмотрите, как будто на качелях вынужден держать этот баланс, какой-то двойной баланс. Какая-то двойная игра, мои дорогие. Но лучше так. Может быть, это как худой мир, лучше доброй ссорой. В принципе, карта будет говорить: все то, что у тебя складывалось, ты просто это поддерживай. Даже если у тебя, ну, это имеется в виду, с кем у вас контакты или в личной жизни. Вот меня ведь смотрят разные люди, правда? Кто-то в сольном варианте пребывает, а кто-то, может быть, и человек семейный, вопросы, связанные с детьми, но все равно как-то с каким-то новым подходом, не в ущерб себе, мои дорогие. Вот продумайте все то, что я сказала, вам предлагает переосмыслить карта. Потому что вот этот баланс, тут перемены на пороге, вот так и хочется сказать. И причем они зависят и от внешних событий, и от ваших предпочтений. Здесь все вместе нужно соединять. Ну, давайте узнаем, что же там, чего ждать по финансам. Вот, кстати, экономь деньги где-то, да, или обойдись, ну, какой-то толикой, не так глобально, без широких жестов, потому что семерка пентаклей где-то говорит: по деньгам в ближайшее время, по крайней мере, в эти 10 дней, ну, все идет так, как оно идет. Добрые дела наспех не делаются. Для кого-то из вас обе карты будут говорить, что вы будете пытаться решить финансовый вопрос. Или какое-то действо у вас начнется, как побудительный мотив: «Я хочу изменить финансовую ситуацию». Вот это тоже такое может быть. Кто-то будет, может быть, будьте к этому готовы, что где-то, ну, может быть, день-два подзастрять могут деньги. Иногда об этом говорит карта. Но больше я тут вижу, что именно с позиции, когда наступит время и все плоды упадут к твоим ногам. Но это имеется в виду, если мы конкретно про финансы и про какой-то срок говорим, да. То есть деньги, в принципе, может быть, не 10 даже, если мы смотрим, с 1 по 10 декабря, да, а деньги придут 11, например, или 12.
а вы бы очень хотели, чтобы они пришли раньше. Но здесь вот именно в каком-то таком же ключе. Тут самое важное что-то другое. Ну, давайте мы с вами откроем ваши достижения. Вот именно прогресс какой-то. Вот что для вас важно. Уметь сохранять или держать какой-то баланс, это может быть и выгодно не только по деньгам, а именно по вашим планам. У вас очень знаковое время, и вот именно эта фортуна помогает вам избавиться от боли, пройти словно какую-то болевую точку. Ведь по аркану суд очень часто именно проходит как возрождение. И это избавление от тягостных воспоминаний, от каких-то сложных ситуаций, когда мы чувствуем себя словно в западне, когда мы чувствуем, что как-то мне сложновато, словно я один на один с теми обстоятельствами, с которыми я остался или осталась. Но тут не назад нужно оглядываться и не устраивать себе, повторюсь, вот эту глубокую философию, а именно как будто события внешние вас пытаются переключить на что-то более значимое. И посмотрите, наша ведьмочка, это колода ведьмочек, играет на флейте, волшебная мелодия, да? Волшебная флейта, все живое танцует. Есть какая-то магия этого периода с 1 по 10, но, по сути дела, она и от вас требует альтернативных действий. И, может быть, это то, что вы прежде даже отрицали, а тут вы или карты вам предлагают, знаете, вот прочувствовать тот момент, когда мы можем словно отряхнуться от прошлого. То, что не может быть продолжено, то, что нас внутренне разрушает, а как раз рассмотреть то, куда нас зовет душа. Не сказать себе: "Нет, этого не будет никогда". А карта приглашает. Задай себе вопрос. Скажи себе: "А почему бы и нет?" И какая-то новая интересная история, как и в личной жизни. Так, я должна сказать, ведь это может казаться финансов, работы у кого-то запросто, ваших действий тоже может начаться, ведь это старший аркан. Мы спросили достижения, а по 20-му аркану суд, да тут как жизнь с чистого листа. Позвольте себе перевернуть страницу собственной судьбы, собственной жизненной пьесы. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые стрельцы. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете добрые, искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, переходите в описании под видео. Есть ссылки для перехода на мой сайт, читайте мои публикации, там у меня последние 3 статьи, они как раз вот об этом знаковом периоде и заходом на 26-й год. И я думаю, подсказок будет больше. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.